Так, после прошлого выпуска хочется чего-то веселого, да? Всем привет! Мифы, в которые мы верим. Первый выпуск этого формата был посвящен мифам, в которые мы верим из-за фильмов. И настало время вернуться к этой теме, потому что их там нахрен не счесть. И нытье в стиле «это же просто фильмы, не нужно воспринимать их всерьез» не принимаются, потому что именно из-за фильмов у людей появилась фейковая память, и они думают, что знают, как работает та или иная штука. Не верите? Ну давайте посмотрим. Стандартная сцена в фильмах. Пульса нет, мы его теряем. Не в мою смену. Дефибрилляция. Разряд. Ты будешь жить, я сказал. Максимальная мощность. Супер. Спасибо. Не за что. Знакомо? Я пытался повторить все клише из этих сцен. Пульса нет. Разряд. Learning by doing. Ну, если задуматься, а что я сейчас сделал не так? Ну, например, все. Если у вас когда-нибудь в поле случится экстренная ситуация, и с вами рядом окажется умирающий человек, а с вертолета вам скинут дефибриллятор, и вы, насмотревшись фильмов и сериалов, как настоящий знаток, просто убьете человека. Я напоминаю, что убивать людей — это плохо. Подробнее. Потирание этих штук друг об друга в драматичный момент самое бесполезное, что вы можете сделать. Единственный возможный вариант, когда это вообще может потребоваться, растереть специальный гель друг об друга. Разумеется, одежды быть не должно, а расположение электродов не такое, как нам показывают в фильмах, а примерно такое. Да и пациента к жизни этот разряд не вернет. В смысле? Ровная линия на мониторе — это очень драматичный момент в фильмах. Все хватаются за дефибриллятор и бабах! Пациент спасен. Всем спасибо, все герои. А на деле-то ровная линия на мониторе означает асистолию, остановку сердца. И дефибриллятор тут не нужен. Если вы не врач, то вы удивлены, но ответ был так близок в самом названии — дефибриллятор. Я еще ничего не рассказал. Фибрилляция желудочков – это нарушение ритма сердца. Оно бьется часто и беспорядочно. Это обычно приводит к остановке сердца очень скоро, поэтому доставайте дефибриллятор. Он бахнет кратковременным электрическим импульсом и восстановит ритм сердца. То есть, вопреки тому, что нам показывают по телеку, он не запускает сердце, возвращая пациента в мир живых, а просто не дает ему умереть. Смешно, когда в игре Battlefield собраны вообще все мифы насчет дефибриллятора. Бегаешь такой, потираешь его, оживляешь всех через броню. Хотим реализм, говорили они. Хотя я прекрасно понимаю, что если бы на утюжках был гель, который надо размазать, потом подойти к человеку, раздеть его, приложить и херакнуть, люди бы жаловались, что это скучно и долго. Человеки. Ну что ж, по вашему незнанию у вас не получилось спасти человека с помощью дефибриллятора. Какие варианты? Есть только один способ, о котором нам тоже рассказали в фильмах. Укол адреналина в сердце. Чистый адреналин. Ух ты, как четко я попал прямо в сердце. Вроде. Мы снимали эту сцену задом наперед, иначе я бы никогда ровно не попал, не говоря уже о реальной жизни в экстренной ситуации. И спасибо ему, кстати, за популяризацию этого мифа. Не попасть в сердце — это еще полбеды, но объясните мне, зачем вообще бить кого-то шприцом? Еще один драматический прием, ведь реальность будет достаточно скучно выглядеть. Для того, чтобы завести сердце, нужно сделать непрямой массаж или внутривенно ввести адреналин. Ни в коем случае не ударом в грудь, вы проделаете дырку. Внутри, возможно, будет идти кровь, а может вообще попадете в легкое, если совсем косой дебил, и пробьете его. Как по мне, одни минусы. В бородатые годы этот прием, кстати, использовался, но не был более эффективным и был связан с рисками, так что разоблачено. Что-то мне подсказывает, что вы немного удивлены. Знали бы вы, как я удивленно сижу, когда вижу фильм, где в человека стреляют из дробовика и его относят на несколько метров. А знаете почему так? Потому что когда в человека очень сильно бьют ногой в грудь, то это его дестабилизирует, и он падает. А когда его сбивает машина на скорости, он может хоть вверх взлететь. Это мощное давление. Но ведь
Дробовик кажется нам мощнее этого. Это же огнестрельное оружие. Жесть вообще. Отнесет и пернуть не успеешь. На самом деле разрушители мифов проводили эксперименты подобные, и, о чудо, человека не относят назад даже выстрел из крупнокалиберной винтовки. Объясняю. Закон сохранения импульса. Если бильярдный шарик сталкивается с другим, теперь уже двигается другой шар. Также и пуля, если попадает во что-то небольшое, то может это подвинуть. Только проблема в том, что мы слишком огромные. Пуля и дробинка слишком легкие, обтекаемые и быстрые, тем более не отскакивают от вас, а легко могут пробить. Чтобы оппонент отлетел назад, дробовик должен выстрелить пушечным ядром. На каждое действие есть противодействие, не так ли? Чтобы человек улетел от выстрела, нужно, чтобы и стрелок улетел тоже. А это было бы очень глупо. Совсем другое дело, когда ты стреляешь во что-то твердое, например, в замок, чтобы дверь открыть. Ох, сколько же фильмов и компьютерных игр говорили нам о том, что если у тебя есть пистолет, навесной или дверной замок тебе вообще нипочем. Есть небольшая проблемка, знаете ли. У тебя ничего не выйдет. Что маленький замочек, что маленькую цепь ты, скорее всего, не сломаешь выстрелом. Куча экспериментов в интернете, где показывают, что, например, вот такусенькую цепь может только винтовка разнести, а вот такую огромную цепь возьмет только разве что 50-й калибр. Разумеется, они смогут и замок открыть, только в фильмах и играх это делают стандартным пистолетом, а в реальности пуля просто срикошетит и попадет в вашу тупую голову или в колено. Короче, ничего у них не получится, придется выполнить еще один квест. Найти ключ или этот, болторез. Наконец-то! Спокойно, я делал это 1000 раз. Странно. Раньше получалось. Может, у кого-то ключ есть? Пацаны? Но от громких выстрелов перейдем к стелс-части. Бесшумный убийца вышел на тропу войны, взял хлороформ и готов всех усыплять. Эй, Консуэло, эта тряпка не пахнет хлороформом? Не. Вот. На вранье больше похоже. Хлороформ – это анестезирующее средство, про которое режиссеры боевиков не знают вообще ничего. Знаете, единственный вариант, когда эта ситуация была бы правдивой. Когда преступник бы сзади еще и ножиком жертву ковырял, потому что хлороформ работает не так. Это летучая жидкость и теряет эффективность, когда контактирует с воздухом. Так что тот недалекий преступник, который стоит с этой тряпкой и ждет жертву, полное ничтожество, ведь он, считай, держит просто тряпку, причем не первой свежести. Хлороформ достаточно опасен, и эти преступники точно должны знать, что делают. Они обязаны рассчитать дозу, чтобы человек выключился и при этом не сдох. А еще у людей часто происходит аллергическая реакция, о которой преступники даже не догадываются наверняка. Этот миф распространяется с тех пор, как хлороформ вообще начали использовать. Вот только посмотрите. 1894 год. В газете пишут, что вор вырубал хлороформом, убийца Холмс использовал хлороформ и так далее, и так далее. Но фишка-то в том, что часто это было просто преувеличение, спекуляция, и вместе с хлороформом использовали и другие средства. А еще в 1865 году научный журнал Lancet опубликовал заявление, что влияние хлороформа на человека хорошо изучено, что требуется не менее 5 минут вдыхания определенной дозировки, чтобы вырубить человека. Но при этом сказали, что очень бы хотели посмотреть на доказательства того, что можно вырубить человека мгновенно. Спойлер, они не дождались. Я ей говорю, Линдси, зачем ты ушла? Она говорит, ты хладнокровный убийца. Ты выходишь и начинаешь убивать людей, я не могу жить с таким человеком. И что мне делать? Может быть, я пойду? К черту хлороформ, есть кое-что поэффективнее. Сколько же мы видели фильмов, где в человека стреляют дротиком с транквилизатором, и он сразу такой... Наверное, вы начинаете догадываться, что это немного не так работает.
Во-первых, максимальная дальность даже самых крутых ружей с дротиками не больше 100 метров, а у пистолетов намного меньше, и то это нужно очень сильно постараться, чтобы попасть, ведь рекомендуемая дальность от 20 до 60 метров. В реальной жизни дротики будут летать везде, а идиот, которого нужно усыпить, не будет этого замечать. Неплохая, кстати, комедия получится. Особенно будет смешно, если они будут стрелять вот такими шприцами. Это, кстати, реальный дротик для усыпления, для иммобилизации животных. Транквилизатор. Я много знаю названий. О какой скрытой стрельбе вообще может идти речь на таких расстояниях, если учесть, что они всегда в шею или в задницу попадают? Скорее всего, просто в упор всегда стреляют. Но даже на небольших расстояниях возможно так попасть. Мы достали вот такие вот дротики для иммобилизации животных. Они компактные, как в фильмах, и подходят для стандартной пневматической винтовки. Хочу проверить, насколько они хорошо летят. Нам поможет наш хулиган. Хочу ему в шею попасть. Ветер есть. Не долетело. Они вообще не долетают. Опа! Первый раз попал. Я видел, как она очень криво шла. В общем-то, стрелял я в голову, и с 50 метров дротик попал в руку. Куда-то попало. Но совсем не туда, куда я целился. В руку? В плечо? В общем-то, мы решили перебраться чуть-чуть поближе к мишени и с 20 метров попробовать посмотреть эффективность этих дротиков. Они просто рандомно летят, просто вот так вот, в разные стороны. Ясно. Опять мимо цели. Вы должны понимать, что профессионалы используют совсем другое оборудование и стреляют шприцами из специальных ружей с регулируемой мощностью. Но даже они используются на достаточно близком расстоянии, обычно не больше 60 метров. Потрясающе, мы подошли практически в упор и все-таки в него попали. Что произойдет? В фильмах очень часто говорят клишированную фразу. Это Иван. Я вырубил его лошадиной дозой транквилизатора. Будет спать несколько дней. Поздравляю. Вероятнее всего, он никогда не проснется. Для того, чтобы усыпить кого-то, нужно правильно рассчитать дозировку конкретно для этого тела. Маленькая доза приведет только к частичным эффектам, а высокая может даже убить. И это если не брать в расчет возможную аллергическую реакцию, толщину одежды и так далее. Если перестраховаться и не гасить сразу сильной дозой, то, например, животному может потребоваться даже полчаса перед тем, как он уснет. А если бахнуть очень сильной дозой, то до 5 минут приходится ждать. О секундах и речи не идет, ибо препарату нужно время на распространение. Это вообще большое заблуждение, что одна доза чего-то может сработать одинаково на разных людях. Снотворное, яд и все в таком духе. Вес тела людей разный, все разное, поэтому и эффект будет разный. Ну как вам? Многое узнали? В общем-то, это далеко не все мифы, о которых я хотел вам рассказать, но надеюсь, вам понравилось. Ждите совсем скоро новую порцию. Спасибо за просмотр. Ты чё? Как-то? Я взломаю этот компьютер. Лошадиная доза транквилизатора. Что ты хочешь сказать напоследок? Его остановка сердца. Дефибриллятор. До взрыва осталось 10 секунд. Убийцей оказался полицейский. Стоп! Что здесь происходит? А ты еще не понял? Ты попал в самое клишированное место в мире, и чтобы отсюда выбраться, тебе нужно сделать одну из самых банальных и заезженных вещей из нашего списка. Ага. Обезвредить бомбу в последний момент. Выпасть из окна и не пострадать. Стать тем самым неудачником, который в конце всех спасет. Кажется, нашел. Разыграть айфоны на своем канале. Серьезно? Что может быть банальнее? Вы уже знакомы с ней. Это бесплатная дебетовая карта Рокетбанка.
только с новым дизайном. Зато все фишки остались. Кэшбэк. 5,5% годовых на остаток в рублях, крутая озвучка операций, удобное приложение. Но что самое главное, они разыгрывают 3 новых iPhone 11. Такого никто никогда не делал. Все, что вам нужно, завести бесплатную дебетовую карту Рокетбанка и активировать ее. А если она уже у вас есть, то все намного проще. Все условия читайте на сайте. Рокетбанк. До такого никто не додумается. Вот черт, это было максимально избито и банально. Ты справился. Не забудь добавить ссылку на условия конкурса в описании. Плохой сон приснился. Да. Приснилось, что я блогер. Дичь.